Здравствуйте, друзья! Вот передо мной свитер, у которого растянулась горловина. И меня попросили поремонтировать этот вырез. Вырез V-образный. Вот по краю, возле кромочных петель, видны дырочки, откуда были набраны петли и затем провязана планка без двойной бейки. Поэтому горловина, я полагаю, и растянулась. Хоть свитер и фабричный, но такое случается. Я распустила планку, нитки постирала, чтобы они стали ровнее. И сейчас обработаем эту горловину по-другому. Чтобы немного стянуть горловину и предотвратить от дальнейшего растягивания, я вокруг горловины проложу тамбурный шов. Я буду крючок вводить вот в эти уже существующие дырочки. Если бы этих дырочек не было, я бы просто набрала количество петель, рассчитанное по плотности вязания согласно образцу, и связала бы двойную резинку. Но поскольку мне нужно и эти дырочки спрятать, я проложу тамбурный шов. Важным моментом набора петель есть то, что на каждом участке выреза петли набираются по-разному. Рекомендуется на ровных горизонтальных участках, вот как на спинке, петли набирать из каждой петли ниже лежащего ряда. Вот. На скошенных участках, вот от центра до рукава, и на вертикальных участках, вот, нужно пропускать каждый четвертый ряд. То есть, вот смотрите, мы видим кромочную петлю в виде косички, потому что первая петля снималась, образовалась косичка. Кромочная петля – это 2 ряда. Кромочная петля объединяет 2 ряда. 2 кромочные петли – это 4 ряда. Вот, чтобы видно было. Значит, набрать, если бы мы набирали по кромке за кромочную петлю, мы бы набрали за одну стенку петли, за другую стенку петли и следующую петлю за обе стенки. Было бы из 4 рядов набрано 3 ряда. Но рекомендуется набирать петли, отступив на 1 ряд от кромочной петли. Вот где вы видите дырочки, вот в эти дырочки и нужно набирать петли. Теперь я проложу тамбурный шов. Вот середина свитера. Я ввожу крючок вправо от середины, в петлю справа от середины и протягиваю, вытягиваю нить в эту петлю. И ввожу крючок в соседнюю петлю. Вот, вытягиваю. На крючке у меня 2 петли. Теперь я одну петлю протягиваю через первую. Вот опять на крючке 1 петля. В следующую петлю ввожу крючок и опять вытягиваю нить и протягиваю через первую петлю. Две петли на крючке. Вторую петлю протягиваю через первую петлю. Вот продеваю крючок. Вытягиваю 2 петли на крючке, вторую протягиваю через первую. Вот косичка ложится сверху, закрывает все дырочки.
Прокладывая тамбурный шов, петли я не затягиваю, потому что потом из этих петель мы будем набирать петли для лицевой и для изнаночной стороны бейки. Продолжаем набирать по всему периметру горловины. Вот я проложила тамбурный шов от центра свитера по полочке и довязала вот по рукаву и довязала до выреза на спинке. И здесь мы в каждую петлю, вот под кромочную петлю, в петлю ниже лежащего ряда, продеваем крючок, вытягиваем петлю и также в петлю на крючке соединительным столбиком. Продолжаем до мысика. И вот последний стежок провязываю. И теперь мне нужно соединить с первой центральной петлей. Вот хвостик от начала, я его вытягиваю на лицевую сторону. Вот это хвостик вот от этой петли, первая петля, и протягиваю в эту петлю, подтягиваю и проложу на эту петлю, на этот стежок, еще один стежок. Вот смотрите, крючком ввожу в петлю выше, обвиваю эту петлю и продеваю крючок с изнанки в петлю последнюю и протягиваю наизнанку. Вот, соединила. И здесь я эти два хвостика могу связать. И эту нить я также могу отрезать. Отрезаю ниточку, потому что дальше я буду продолжать вязание со спинки. Теперь мы по этому проложенному тамбурному шву наберем петли. По лицевой стороне я буду набирать спицами 3 мм, а по изнаночной стороне я буду петли набирать на спицы 2,5 мм. Смотрите, какие петли я буду подбирать. Эти петли хорошо видно, хоть они одного цвета с изделием. Вот протяжки от тамбурного шва. Они все лежат параллельно кромочной петле. Вот так вот я их набираю на спицу. По спинке они лежат горизонтально с петлями с изнаночными, но они очень близко к кромочной петле. Вот смотрите, изнаночная петля, волна вверх и волна вниз, волна вверх и волна вниз. А петля, которую нужно подбирать, вот они идут одна за одной. Вот, вот, вот. И вы ее не спутаете ни с какой другой петлей. Вот, вот. Их видно очень хорошо, если внимательно посмотреть. Вот эти вот петли я собираю.
Вот так вот по всему краю с изнанки набраны петли. Вот. И теперь я наберу петли по лицевой стороне. Вот у меня будет начало ряда, шов между рукавом и спинкой. Отсюда я буду начинать вязать. Я буду провязывать за полупетлю, которая ближе к краю. Одну полупетлю буду брать, верхнюю полупетлю. Смотрите, если мы будем провязывать как изнаночные петли, опять продеваю спицу в петлю и провязываю изнаночную петлю. Крючком удобнее набирать. Ввожу крючок и вытягиваю петлю. Вот, провязывая изнаночными петлями, мы получаем полоску изнаночных петель, как бы имитирует кетельный шов. Вот, если я это распущу, если мы будем набирать лицевыми петлями, вот получается просто ровные лицевые петли. Я буду набирать таким способом, потому что у меня есть полосочка от тамбурного шва, вот, и я не хочу нагромождать. Поэтому я буду набирать как бы лицевыми петлями. Вот, набрав немного, крючком я снимаю на спицу. По лицевой стороне я вяжу спицами, набираю на спицы 3 миллиметра. И так продолжаем. Верхнюю петлю, полупетлю беру и протягиваю нить. И вот я провязала первый ряд по лицевой стороне, дошла до начала ряда. И вот смотрите, петли по изнанке у меня на спицах 2,5 миллиметра, вот, а петли по лицевой стороне на троечке.
Теперь я буду вязать, провяжу ряд круговой по лицевой стороне работы и провязываю один круговой ряд лицевыми петлями. Петли нужно вязать таким образом, чтобы они не были перекрещены, чтобы петли ложились ровно. Провязывая второй ряд, я довязала до середины свитера, до мысика. Вот у меня центральная петля. Я эту петлю отмечу маркером. Повешу маркер на полупетлю тамбурного шва. И вот, провязывая второй ряд, средние 3 петли нужно провязать будет вместе. Центральная петля, чтобы была сверху. Вот я провязываю еще одну петлю. А теперь эти 2 петли мне нужно поменять местами так, чтобы средняя петля была сверху. Вот, теперь я провяжу 2 петли вместе. И эту центральную петлю набрасываю на образовавшуюся петлю. Вот я провязала 3 петли вместе. Такую же убавку я сделаю, провязывая 4-й ряд. Вот сейчас я вяжу 2-й ряд, дальше я довязываю до начала ряда просто лицевыми петлями без убавок. Затем провяжу 3-й ряд. В 3-м ряду убавки не будет. Убавка такая же будет в 4-м ряду. И если я буду вязать 6 рядов, по-видимому, я буду вязать 6 рядов, то такая убавка будет и в 6-м ряду. Значит, во 2-м, в 4-м и в 6-м ряду. Провязываю дальше лицевыми петлями. И следующий 3-й ряд провязываю без убавок, просто лицевыми петлями весь ряд. Я вяжу 3-й лицевой ряд, начала вязать, вот начало ряда. Вяжу лицевыми петлями. Что я хочу сказать? Если вам мешает спица, на которую набраны петли по изнанке, вы ее просто потяните, чтобы сама спица была вытянута, леска более эластичная, и она не будет вам мешать, стеснять вязание. Вот так вот потянули, и вязать проще. Я вяжу 4-й ряд. Ряд, в котором будет убавка возле центральной петли. И я подумала, чтобы мысик был вот не строго острым, а немного округлым, убавить еще несколько петель. Вот смотрите, не довязывая до центральной петли 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель, я сделаю убавку по эту сторону от центральной петли и также по эту сторону. Нужно обращать внимание, как лежат петли. Сейчас я вяжу по кругу, потому петли лицевые ложатся так, что их нужно провязывать классическим способом. Верхняя правая стенка сверху. Поэтому я вот так вот провязываю 2 петли вместе. Вот. И убавила 1 петлю. Теперь довязываю до центральной петли.
8 петель. Вот возле центральной петли эти 3 петли нужно провязать вместе. Спицу ввожу, снимаю на правую спицу вот таким образом 2 петли, чтобы центральная петля была сверху. Провязываю 3-ю петлю. И теперь 2 петли, снятые на правую спицу, набрасываю на провязанную петлю, на образовавшуюся петлю. Вот получилась убавка и центральная петля сверху. Вот теперь я провязываю 8 петель. И сделаю убавку с этой стороны. Для этого я петли поверну вот так вот и провяжу 2 петли вместе. И дальше провязываю лицевыми петлями. 5-й ряд мы провяжем без убавок. Запоминайте или записывайте, в каком ряду, на каких петлях вы сделали убавки, чтобы при вязании полочки второй стороны полой резинки по изнанке такие же сделать убавки, чтобы половинки полой резинки были одинаковы. Вот я провязала 6 рядов по лицевой стороне планочки. Теперь поворачиваю вязание и буду вязать по изнаночной стороне. Значит, петли у меня набраны на спицу 2,5 мм. И я буду брать такие же спицы 2,5 мм, только чулочные. Вот кончик рабочей нити. Мы его переводим на эту сторону и провязываем. Я буду провязывать опять лицевыми петлями. Так же, как я и по лицевой стороне вязания делала. Вот и вот так вот провязываем первый ряд. Первый ряд мы вяжем без убавлений. Во втором ряду мы сделаем убавление возле центральной петли. Третий ряд мы вяжем без убавления. В 4-м ряду мы сделаем убавление возле центральной петли и также убавление, не довязывая 11 петель до центральной петли, 2 петли вместе, и затем с другой стороны опять сделаем убавление, как это делали и на петлях лицевой стороны. 5-й ряд мы провязываем без убавлений, и в 6-м ряду опять убавление возле центральной петли. То есть все делаем аналогично. Я провязала по изнаночной стороне 6 рядов. Вот. Теперь я поворачиваю вязание на лицевую сторону, и лицевую и изнаночную стороны мне нужно соединить. Соединим 2 стороны и получим полую резинку. Вот у меня рабочая нить. Начало кругового ряда, первая петля на одной спице, первая петля на второй спице. И теперь я буду их провязывать попарно лицевыми петлями. Спицы я беру 2,5 мм. Беру одну петлю на одной спице и петлю на другой спице и провязываю их вместе. И снимаю со спиц. Или сниму петлю на правую спицу, провяжу на второй спице
и протяну. Я соединила два полотна. Вот такой результат. Это изнаночная сторона работы и лицевая сторона. У меня в работе 162 петли. Теперь нужно вязать резинку. Можно вязать 1 на 1, 2 на 2. Я буду вязать резинку 3 на 3, поскольку манжеты рукавов связаны резинкой 3 на 3. Раппорт резинки 3 на 3 равен 6 петлям. У меня 162 петли. Они делятся без остатка на 6. Получается 27 раппортов. Теперь нужно посчитать, какими петлями начинать вязать. Считать нужно начинать от середины свитера. Средние 3 петли у меня будут лицевыми. Следующие 3 петли будут изнаночными. Итак, отсчитывая по 6 петель, 3 лицевые, 3 изнаночные, я определила, что начало ряда у меня начинается 3 изнаночными петлями. Провязываем 3 изнаночные петли. Следующие 3 петли лицевые. И так чередуем. Довяжем до маркера, до середины свитера, и там будет первое убавление. Также будем убавлять петли, как убавляли и при вязании двойной беечки. Продолжаем вязать 3 изнаночные, 3 лицевые петли. Вот смотрите, я довязываю до середины свитера, до мысика. Вот 3 петли, которые будут лицевыми. И эти 3 петли я должна провязать изнаночными петлями. Смотрите, я провязываю 2 петли изнаночные, а эту петлю я должна убавить, провязывая ее с первой петлей из средних 3 петель лицевых. Для этого я их поменяю местами. Вот, чтобы первая из 3 лицевых петель была сверху, а убавляемая петля хорошо ложилась под эту петлю. И провяжу их вместе лицевой петлей. Вот, первое убавление я провязала. Дальше я вяжу одну лицевую петлю. И теперь с этой стороны также последнюю из 3 петель я провяжу вместе со следующей петлей. Вот поворачиваю, чтобы наклон петель был в левую сторону. Убавление вот так вот. Вот я убавила одну петлю справа и одну петлю слева. И дальше я провязываю 2 изнаночные петли. Вот как и с этой стороны. И дальше опять 3 изнаночные, 3, вернее, дальше 3 лицевые, 3 изнаночные. 3 лицевые и следующие за ней 3 изнаночные петли. Так провяжу этот ряд. Следующий ряд, второй ряд, я провяжу без убавлений. Вяжем, как смотрят петли. Над изнаночными петлями провязываем изнаночные петли, над лицевыми петлями провязываем лицевые петли. В третьем ряду опять сделаем убавление возле центральных 3 петель лицевых, вот на этих петлях. Смотрите, я довязываю первый круговой ряд, я провязала 3 изнаночные петли и ряд начинала 3 изнаночными петлями. Вот последние 3 петли первого ряда. Я провязываю 3 лицевые петли и повешу маркер на спицу, чтобы видно было начало кругового ряда. И провязываю второй ряд
как смотрят петли. 3 изнаночные, 3 лицевые петли. Вот я третий ряд довязала до середины свитера, до мыска. И опять сделаем убавление вокруг средних 3 лицевых петель. Вот 2 изнаночные петли. Одну из них я провязываю, а следующую изнаночную петлю я меняю местами с лицевой петлей вот, и провязываю лицевой вместе 2 петли. Затем 1 лицевая петля и следующие 2 петли, лицевая и изнаночная. Я их поворачиваю петли так, чтобы они ложились ровно, и провязываю 2 вместе с наклоном влево. Вот, опять убавление справа и слева провязано. И дальше вяжем по рисунку. Такие убавления я буду делать в каждом через один ряд, в каждом нечетном ряду. Вот 3-й ряд, 4-й без убавлений провязываем в 5-м ряду. И так, сколько я буду вязать на нужную мне высоту, сколько буду делать убавлений возле этих 3 петель. Вот я провязала резинку 3 на 3. Довязала до начала кругового ряда. Дальше я буду вязать полую резинку. Для полой резинки должны чередоваться петли. 1 лицевая, 1 изнаночная петля. И первый ряд мы провязываем лицевую петлю, а изнаночную снимаем нить перед работой. Во втором ряду наоборот, мы провязываем изнаночную петлю, лицевую снимаем нить за работой. Вот я не довязала 1 петлю. И теперь мы эту петлю, эти 2 петли поменяем местами. Я маркер уберу. Лицевую петлю сверху, изнаночную петлю снизу. И теперь мы изнаночную петлю снимаем, нить перед работой. Лицевую петлю провязываем. Нужно смотреть также, чтобы стеночки петли ложились ровно, чтобы петля не перекручивалась. Вот. Следующая петля изнаночная, мы ее снимаем нить перед работой. Теперь 2 следующие петли мы опять меняем местами. Лицевая сверху петля. Мы ее провязываем лицевой. Изнаночную петлю мы снимаем нить перед петлей. Провязываем лицевую петлю. Дальше нам нужна изнаночная петля. Эти 2 петли мы меняем местами. Изнаночную петлю снимаем на правую спицу, нить перед петлей. Провязываем лицевую петлю. Следующая петля изнаночная, мы ее снимаем, не провязывая нить перед петлей. Следующие 2 петли опять меняем местами. Лицевую петлю в первом ряду мы провязываем, а изнаночную петлю снимаем нить перед петлей. Лицевая петля провязываем. 2 следующие петли меняем местами. Изнаночная петля, мы снимаем ее на правую спицу, поворачиваем и нить перед петлей. Лицевую петлю провязываем. Обязательно смотрим, как лежат стеночки, правая и левая петли.
изнаночную петлю снимаем, нить перед петлей, опять меняем местами. Лицевая петля сверху, лицевую петлю мы провязываем, изнаночную петлю снимаем. И так весь ряд меняем петли местами в тех местах, где это нужно. Вот. И лицевую петлю провязываем, а изнаночную петлю мы снимаем, не провязывая. Вот я довязываю первый ряд. Последние 2 петли, которые нужно поменять местами. Лицевую провязываю, изнаночную петлю снимаю, не провязывая, и последняя петля лицевая. Вот, я довязала до начала кругового ряда. Все петли повернуты. И второй ряд, как мы вяжем? Изнаночную петлю мы провязываем изнаночной петлей, лицевую петлю снимаем, нить за петлей. Еще раз, изнаночную петлю провязываем изнаночной петлей, лицевую петлю снимаем, нить за работой, за петлей. Вот. Так провяжем второй ряд. И затем еще провяжем пару рядов, чтобы было 4 ряда. Я провязала 4 ряда полой резинки. Вот я провязала последнюю изнаночную петлю. Следующую лицевую за ней я снимать не буду петлю и буду закрывать петли. Закрывать петли я буду иглой. На канале есть видео, в котором я показываю 3 способа закрытия петель иглой. Этот способ, который я буду применять сейчас, там показан третьим. 2 других способа не менее интересны и могут вам пригодиться. Ссылочку я оставлю в описании. Чтобы закрыть петли, я отмерила ниточку в 4 раза длиннее окружности закрываемой. Вот так вот я измерила окружность и отмерила 4 таких отрезка. И теперь буду закрывать. Сейчас я сниму маркер, чтобы он не мешал мне в дальнейшем. Теперь смотрите, как мы будем закрывать. Будем закрывать петли попарно. 2 лицевые петли между собой объединять. Будем брать левую стенку одной лицевой петли и правую стенку следующей лицевой петли. Затем переходим на изнаночную сторону. Соединяем изнаночные петли. По лицевой стороне это изнаночные петли, по изнанке они лицевые. И также берем одну стенку одной петли и такой же лицевой петли по изнанке берем другую стенку. Смотрим. Вот перед нами лицевая петля. В эту петлю вводим иглу с изнанки на лицевую сторону и подхватываем правую стенку лицевой петли. Протягиваем нить. Одна стенка петли прихвачена. Поворачиваем вязание и смотрим. Вот изнаночная петля. С этой стороны это лицевая петля. Вводим в середину петли иглу, так, чтобы петлю не перекрутить. Это получается левая стенка лицевой петли по изнанке. И дальше вводим иглу между лицевой и изнаночной петлями. Вот лицевая и изнаночная петля. И вот игла. И выводим иглу, вводим иглу в середину изнаночной петли. По лицевой стороне вот изнаночная петля. И выводим ее
на изнанку иглу и протягиваем нить. Мы соединили 2 изнаночные петли. Возвращаемся на лицевую сторону. Теперь в первую петлю лицевую вводим иглу с лицевой стороны на изнанку, и эту петлю мы снимаем со спицы. Следующая лицевая петля. В эту петлю вводим иглу с изнанки, вот с изнанки на лицевую сторону. Вот левая стенка первой петли и правая стенка второй лицевой петли. И соединяем их. Изнаночная петля перед нами с изнанки на лицо, иглу, снимаем петлю, вводим иглу между лицевой и изнаночной петлями и подхватываем изнаночную петлю с лицевой стороны, иглу на изнанку. Вот, соединяем опять, еще раз повторим, 2 лицевые петли. С лица на изнанку петлю сняли. Следующая лицевая петля. С изнанки на лицо иглу, нить протягиваем. Изнаночные петли соединяем. Первая петля изнаночная с изнанки на лицевую сторону, петлю снять. Иглу между лицевой и изнаночной петлями. Вот. В следующую изнаночную петлю иглу вводим с лицевой стороны на изнанку. Нить протягиваем. И так по всему краю закрываем петли. Соединяю 2 последние петли лицевые и последние петли изнаночные. Последняя лицевая петля. И вот еще раз первую петлю захвачу и соединю, и также изнаночная петля. По изнанке я закреплю вот так вот узелком. И теперь кончик нити протяну в полость полой резиночки. И в обратную сторону, и нитка не выскользнет отсюда. И вот горловина готова. Здесь немного отпарю. Это лицо. Такая вот изнанка. Горловина привязана плотно, теперь не растянется. Вот. Вяжите с удовольствием, пишите комментарии, ставьте лайки. Желаю всем удачи, до встречи!